Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за шумом. Такой эксперимент небольшой, да, попробуем пошуметь вместе с сегодняшним днем. Это проект исключительно нашего с вами общения. Мы обсуждаем то, о чем шумят. И делаем это максимально вовлеченно со всех уголков этого белого света. Да, игра в города. Пишите, откуда вы, откуда, кто, собственно, где смотрит. Значит, Оренбург шумит. Привет из Васюков, привет. Германия ждет. Это прекрасно. Замечательно, что Оренбург с нами. Привет, Питер. Шумит в метро по дороге домой. Так сказать, мобильный шум. Чернигов на связи. Добрый вечер из Одессы. Спасибо за добрый вечер. Спасибо большое за то, что в Ярославле смотрите. Порт Катон шумит. Академ, Киев. И это здорово. Значит, Стоцк, Польша. Измайлово шумит. Москва, Копенгаген, Екатеринбург шумит. Славянск, Лисичанск, Москва. Ух ты, шум. Да, это шум. Друзья, сегодняшний вечер проведем в нашей компании. Замечательной. Из Петровска, из Орла, из Брянского леса. Из Милана большой привет всем, кто собрался. Слушаю вас. Спасибо. Казахстан, Алмата, Тверь смотрит, Королев, Московская область, Ужгород, Волгоград. Это прям супер здорово. Друзья, пока шумим, пока, как говорится, играем в города, проголосуйте в вопросе, в конце подведем итоги. Сколько продлится война с Ираном? Ну и такие классические формулировки. 2-3 дня, 2-3 недели, 2-3 месяца или 2-3 года. В общем, такие варианты. Проголосуйте. Интересно, как вы сейчас видите ситуацию и ощущаете ее. Смотрю из Севастополя. Привет. Александр, почему опаздываешь? Честно, лажа какая-то. Боюсь, что там программа вылетит. Могу вообще вылететь из эфира. Ну, подготовил материалы же. Очень хочется пошуметь. А они все, знаете, какие? Совершенно разнообразные. И, может быть, ругаться начинает техника. Поэтому не обессудьте, как говорится. Литва, Клайпеда шумит на границе Афганистана и Пакистана. Это да, там тоже шумят. Правда, видите, как на второй план все ушло? Ну, так пошумели, хотя все серьезно. И там, между прочим, ядерное государство, официальное ядерное государство, не то, что Израиль. Бугры, Ленинская область шумит. Шумим, значит, в Дассендорфе. Прекрасно, значит, Лейпциг. Мне нравится, вот Алексей пишет: Шелест, что ты принимаешь, что столько трындеть? Реальность принимаю. И иногда тяжело принимается эта реальность, но, знаете, давайте ее обсудим сегодня. Мерц не шумит, тихо сидит, это точно. Новороссийск, привет, Москва, привет, Камчатка, Лейпциг, значит, Антрацит, здорово, Антрацит, Белгород, на связи, Смоленск, Лиссабон слушает, Ялта шумит, Винниця, шум, да, друзья, давайте пошумим, и начнем с шумного господина Трампа. Ох, он сегодня выдал. Короче, он уже Иран победил, военно-морского флота не осталось, ничего не осталось. Он сделал ряд заявлений и говорит, мол, они вообще психи. А если бы мы дотянули бы, то как бы отправили бы ядерную бомбу. Серьезно? Применили бы? Вы что? Между прочим, это сам Трамп говорит. Ну, Трамп же альфач, он же как бы альфа-самец, а там немножко поменьше альфачи. Они по-другому себя ведут. Витков оправдывается, говорит, нет, мы не врали на переговорах. Вы что? Мы просто смотрели, они нам так дерзко пришли на переговоры, иранцы, и сказали, а мы вот все добьемся, все сделаем. Представляете? Да. И, в общем-то, и не виноват никто. Вообще такие какие-то формулировки очень интересные. Все для Конгресса, который возмутился, сказал, елки-палки, а чуть-то вы врете. Говорит, не, аятоллу не убивали, аятоллу Израиль. Да и вообще, Израиль бы ударил по Ирану, а Иран ударил бы по нам, поэтому мы ударили первыми. Это Рубио раскладывал на пальцах, как все произошло. Но Трамп жесток. Он прям берет и выкатывает все, что думает. К нему Мерц приехал. Ну, до этого, конечно, с Мерцем поговорил по телефону Зеленский. Это, конечно, был особый, собственно, разговор с Зеленским. Это прям нечто. Он прям встретился как бы с телефоном и начинает вот эта фотография эпическая. Короче, Зеленский написал о разговоре с Мерцем, что
ну, типа, Мерц ему отчитывался, как он в Китай съездил. Угу. И как боролся за Украину в Китае, представляете? Ну, в общем, Трамп на этой встрече, так сказать, дал маху. Испанцы, я вчера рассказывал, испанцы как бы сказали: нет, ребята, вы давайте переміщайте свої самоліти, танкери. Ну, досталось і Іспанії. А тепер Іспанія сказала, що ми не можемо використовувати їхні бази. І це нормально. Ми можемо скористатися їхньою базою, якщо прилетіти і скористатися нею. Ніхто не скаже нам не користуватися, але нам і не треба. Але вони були недружні, тож я сказав, що ми не хочемо. Іспанії нічого нам не потрібно, окрім чудових людей. У них чудові люди, але немає хорошого керівництва. І, як ви знаєте, вони були єдиною країною в НАТО, яка не погодилася піднятися до 5%. Не думаю, що вони взагалі погодилися б на підвищення. Вони хотіли залишити 2%, а самі і 2% не платять. Тож ми припиняємо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією. Вот так вот, мощно, как бы сказал Зеленский, потужно. От Испании сегодня открестился Трамп, представляете? Говорит: испанцы, пошли вон, вы не хотите платить, все, мы останавливаем с вами торговлю. Обиделся Трамп, обиделся, потому что Испания не стала, собственно, вовлекаться в иранскую войну. Так а что Мерц? Он же вроде как представляет не только же себя, еще и Евросоюз, а Мерц шелковый сидит, поддакивает. Ми на одній хвилі щодо того, щоб позбутися цього жахливого режиму в Тегерані, і ми поговоримо про те, що буде далі, що станеться, коли їх не буде. Да, мы вообще на одной волне с вами. Трамп, он носом не повел, когда Трамп союзника по НАТО взял и, так сказать, исключил из этого НАТО. Причем самое интересное, что помимо всего прочего, ну, как бы НАТО вообще сейчас на распутье. Страны не поддержали, но отдельные страны прям давили. Начался как бы вот этот вот посыл. Не поверите, с кого? С Пенса. Был такой политик. Ну, он как бы и есть. Где премьер-министр Стармер должен уступить нашей общей истории и не ждать дальнейших ударов Ирана. В интересах Великобритании в регионе проявить инициативу, отложить в сторону все опасения и разногласия, существовавшие в последние месяцы, и сосредоточиться на стоящей перед нами задаче. В общем, пошло давление на Стармера, а Стармер вильнул как бы задом, говорит: не-не-не-не, я не здесь, я не с вами. А хотя как бы нет, я как бы здесь, и я как бы с вами. Но, в общем, ну давайте, ладно, используйте базы только в оборонительных целях. Британцев очень серьезно напугали атаки по Кипру, а там летит, дай боже, сегодня тоже прилетало. Эвакуировали целый регион возле Пафоса, это аэропорт на Кипре, греческие фрегаты защищать, ну, корветы отправили. В общем, всем дружным светом защищают и пытаются защитить от дронов иранских, собственно, британскую базу. Да, в Средиземном море, на Кипре, и туда долетает. Причем так увидели дрон, разобрали его, посмотрели: ой ты боже, а там антенна, комета М. Получается, что это не совсем уже и шахед, как бы на герань смахивает. То есть компоненты российские непосредственно в этом ударе. И как-то так вроде бы поднять бы бучу, но и так хватает информационных поводов. Ну, Трамп на встрече с Мерцем, вот буквально там час назад, вот он жестко прошелся по Британии. До речі, я теж незадоволений Великою Британією. Той острів, про який ти читав, договір оренди гаразд, з якоїсь причини він орендував острів. Хтось прийшов і забрав його у нього, і нам знадобилося 3-4 дні, щоб зрозуміти, де ми можемо там приземлитися. Посадка там була б набагато зручнішою, ніж літати багато додаткових годин, тому ми дуже здивовані. Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем. Не с Винстоном Черчиллем, а со Стармером. Представляете, какой малодушный этот Стармер, этот негодяй. Вот это вот он все. Вообще, конечно, замес лютый, потому что в Европе как раз и в самой Британии цены на бензин скаканули неимоверно. Плюс 100% пишут. Плюс, ну, там на фьючерсах так вообще и газ, и нефть, и бензин. В общем, и Украину это коснулось, но об этом немножко позже. Короче, ситуация, то, что там начудили, и последствия
последствия серьезно бьют по Европе. Но они же, видите как, они нет, мы с вами, мы хотим, мы, собственно, вот здесь, да, мы как бы всем НАТО как поднатужимся. Рютте выходит и вспоминает тихонечко во всем этом замесе з Іраном про Україну. Всі розуміють, має бути і те, і інше. Зараз у нас операція проти Ірану критично важлива для безпеки Європи і, звісно, для Ізраїлю. Тому ми підтримуємо де тільки можемо. Водночас боротьба України проти неспровокованої російської агресії також важлива для безпеки Європи. Це означає, що все, що ми робимо, базується на принципі і те, і інше. Ми маємо і підтримати американців, і забезпечити максимальну силу України в цій боротьбі. Конечно, и американцев поддержать, и силу Украины обеспечить. Мы все должны, причем разом, одним махом. Только как-то пупок уже начинает развязываться. Да и в самой Америке не шибко рады вот такому соседству и вот такой операции. Почему, спросите? Да потому что вот первым высказался Такер Карлсон еще вчера. Ну, как вчера. Ну да, вчера, где-то сутки назад, с разницей в часовых поясах. Итак, давайте оценим войну в Иране, которая сейчас продолжается второй день, и попытаемся ответить на эти 4 вопроса. Во-первых, почему это произошло? В данном случае ответ очень прост. Это произошло потому, что Израиль хотел, чтобы это произошло. Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов. Эта война не ведется во имя целей национальной безопасности Америки, чтобы сделать Соединенные Штаты более безопасными или богатыми. Эта война на самом деле даже не о массовом уничтожении оружия, ядерном оружии. Компьоне, вы знаете. Эта война ведется исключительно потому, что Израиль хотел, чтобы она велась. Теперь, почему говорить об этом вслух так рано в конфликте? Разве это не обескураживает, скажем, американских войск, ведущих эту войну? Да, это так. И мы много думали о том, было ли разумно или прилично даже говорить что-то подобное вслух, и решили, что это по следующей причине. Во-первых, потому что правда всегда является единственной основой для мудрого принятия решений. Когда вы лжете себе или своему народу, вы не только совершаете, скажем, своего рода моральное преступление, враж, лбу, но вы также склонны наносить вред себе. Гордыня, например, является продуктом лжи, и вы можете зайти слишком далеко, если не будете честны с собой и окружающими людьми о том, что происходит и почему это происходит. Вообще, конечно, какие-то странные вещи Такер Карлсон говорит. Вообще, гордыня говорит, вот это вот все, врать себе. О чем он? Ведь, смотрите, же четко объяснили. Ударили бы по нам, они вообще сумасшедшие. Трамп на встрече с Мерсом прям рассказывает о том, что если бы у них было ядерное оружие, то все, они бы точно стрельнули. Они вообще какие-то отмороженные. Ну вот, например, не то, что поляки, да? Поляки нет, поляки не такие. Вот Блумберг публикует материал. Польша будет стремиться к созданию собственного ядерного оружия. Значит, Туск дает понять, что страна в конечном итоге попытается обзавестись собственной ядеркой, поскольку Европа усиливает сдерживание на фоне сомнений приверженности США защиты континента. Польша серьезно относится к ядерной безопасности. Туск заявляет, что его страна ведет переговоры с Францией после того, как президент Макрон предложил временно разместить в странах-союзниках истребители с ядеркой. Польский премьер также сообщил, что контактировал с другими европейскими союзниками, те тоже вроде как не против. Интересный проект. Смысл в чем? Смысл в том, что они повторяют ровно то, что делает Путин. Путин разместил ядерное оружие в Беларуси, и теперь вот все так хотят. Мол, оно как-то не размещается. Потому что Макрон говорит, мы не скажем никому, сколько у нас боеголовок и сколько всего вчера. То есть мы об этом говорили. В общем-то, там очень много проблем. Энергетика растет на фоне иранской войны, так вообще. Внутри кризисы серьезные по этому поводу. Убытки колоссальные. Теперь, получается, Рютте нам рассказывает, что и Иран надо, противостояние Ирану надо поддерживать, и Россию надо, собственно, показать ее место, Украину надо поддерживать. В общем, расходы одни сплошные. О какой ядерке идет речь? Но они очень хотят казаться, им очень хочется быть. Но люди не шибко понимают, о чем речь. И Такера услышали и про гордыню, и про все остальное. Вот, пожалуйста, представитель евреев, не сионистов, Ради Гольдман рассказывает американской публике, что что-то тут нечисто. Они развязали 2 войны, чтобы замять дело Эпштейна. Только евреи точно знают, что происходит. Вот хронология событий. Все пропали без вести. 19 февраля. Принц Эндрю арестован за связи с Эпштейном. 24th of February.
Билл Гейтс извиняется за связи с Эпштейном. 26 February. Хиллари дает показания. Президент Всемирного экономического форума подал в отставку. 27 February. Билл Клинтон дает показания. 7 дней самых громких скандалов в истории. А что потом? В тот же день Пакистан атакует Афганистан. На следующий день. SUA убивают верховного лидера Ирана. 2 войны за 2 дня. Вот что вы видите. Скандалы не исчезнут, но их можно похоронить под войнами. Дело Эпштейна доминировало во всех заголовках всю неделю. Теперь все наблюдают за взрывами. Никто больше не говорит о Клинтоне или Гейтсе. Но вот что подозрительно. В тот же день начинается война с Ираном. OpenAI получает контракт от Пентагона на миллиарды долларов. Кому принадлежит часть OpenAI? Биллу Гейтсу через Microsoft. Гейтс во вторник извинился за связи с Эпштейном, а к пятнице получил крупнейший в истории оборонный контракт. Вот как на самом деле работает власть. 7 человек разоблачены за 7 дней. 2 войны начались за 2 дня, пока вы смотрели на них. Гейтс получает оборонные контракты. Принц Эндрю выходит на свободу. С элитой ничего не происходит. С элитой ничего не происходит, а люди умирают, а как бы война крутится, лавешка мутится, и с Эпштейном как-то все под корягу, вот туда, куда-то, да, в сторону. Эпштейн, а что там такое? А что с Эпштейном? Сегодня такие замечательные кадры оттуда донеслись из Америки. Значит, Клинтон, и она, и он на закрытых слушаниях, собственно, обсуждали все происходящее. Вот как Клинтон рассматривает фотографии из сауны и другие фотографии. Подожди, я не досмотрел еще. Подожди, куда ты, адвокат? Не-не-не, дай, интересно же. Как-то, заметьте, он особенно слюнявит пальчик, когда переворачивает. А там снимки непосредственно. Ой. Mr. President, we have about 5 minutes remaining in the majority's first hour, so I just want to ask you some questions. Ну, в общем, ему дали время, чтобы ответить, да, ну, такая стандартная процедура, вот ты ознакомился, ответь, пожалуйста. Ответил мало что внятного, говорит, это я не помню, это я в сауне, так было, так устал, тут со мной рядом голая женщина в сауне, ничего с ней не было, просто посидели, поулыбались в сауне, и я ушел. То есть, эта вся история спускается на тормозах, это все закатывается туда, под стол, под сукно, потому что мало кому это интересно. Одна бедная Хиллари Клинтон уже там и такое лицо сделает, и всякое лицо сделает на этих же слушаниях. В общем, все опровергает, ничего не помню. У Эпштейна не был на острове, это я там просто где-то еще, в других местах, под другим, так сказать, саунам чалился. Но все прекрасно понимают, что что-то нечисто. И люди, они... на самом деле, даже сами американцы уже начинают что-то понимать. Соцсети разрывает. Вот, например, пост, да? Спите спокойно, американцы, которые погибли потому, что Трамп, в общем-то, вместе с малолетними девочками и Эпштейном побывали. И эта публикация набрала больше 3 миллионов просмотров. Люди это ищут, несмотря на Иран, несмотря на все происходящее. Люди не хотят войны с Ираном. Это война непосредственно Трампа. Об этом уже кричат демократы на каждом углу. Ну, а как бы это же все-таки свободная страна Америка. Немножко протестуют. Нью-Йорк, например. Down, down with occupation! Ап-ап, видите, у них там все весело, это Трамп, выбирайся из Ирана, что ты тут делаешь, прошли маршем, так сказать, ну, демократия в силе. Но на этих людей не обращают внимания, все заняты величием Америки. Америка прежде всего, Америка это нечто. Правда, как-то математика не бьется, и сегодня сообщили, что, в общем, госдолг Соединенных Штатов Америки вырос более чем на 100 миллиардов за неполные 3 дня войны на Ближнем Востоке. Ничего себе, хочется сказать. Ну, а красный рынок падающих фондов, акций американских компаний, ну, уже мало кого, в принципе, удивляет. Убытки серьезные, убытки колоссальные. И, конечно, колоссальный запрос, да, колоссальный запрос. Так, а подожди, Трамп, зачем ты это сделал? Неужели это Нетаньяху сделал? Ну, у самого Нетаньяху и, собственно, и спросили. А что он ответил на эти обвинения, да? Посмеялся.
просто посмеялся. На мой взгляд, это тема для изучения на протяжении всей жизни. И я хочу спросить вас вот что. Знаете, есть люди, которые говорят, премьер-министр Израиля втянул в это Дональда Трампа. И как человек, который дружит с ним более 30 лет, могу сказать, что никто не втягивает Дональда Трампа ни во что. Но я хочу узнать вашу реакцию на это. Классная реакция, да? Ой. И Клинтон посмеялся, и Нетаньяху посмеялся. Ну, вы правы. Это просто смешно. Вы правы, это просто смешно, говорит Нетаньяху. Всем смешно. В Иране только не смешно. Сегодня девочек хоронили, вот этих 165, которым могилы вчера рыли. Ну, в общем, ситуация, конечно, удручающая. И многих этих девочки повергли в настоящий шок. Но подождите, а как так можно было? Даже Ньюсом из демократов вышел и говорит: не, ребята, мы на такое не подписывались, давайте разберемся, а в чем дело? Чего это мы так бьем туда? Удары действительно серьезные наносит непосредственно Америка по Ирану. Сегодня, например, очень мощно прилетела в аэропорт в Тегеране. Вот какой пожар был. Ну, то есть куда-то влетело очень и очень мощно, причем есть сообщение о том, что поразили и штаб, также назначили нового. Их, понимаете, их нет смысла запоминать, к большому сожалению, как их зовут. Ну, понятно, что еще для нас, славян, сложно сфокусироваться на имени и фамилии, однако давайте честно, когда меньше, сутки пробыл на позиции министра обороны человек, а его потом опять ликвидировали. Это все сегодня, собственно, и сообщает непосредственно израильская сторона. Также был сегодня удар по генкомандованию КСИР. Об этом сообщил 9 канал. Судя по всему, тогда же вот этого нового министра обороны и, в общем-то, ликвидировали. Нет. Трамп действительно мощный, удары по-настоящему мощные. Действительно, там решиться на операцию сухопутную не представляется никакой возможности. Вот главная причина, почему нельзя решиться, это вот рельеф. Карта рельефа Ирана, да, там, где красненькая, там повыше. И, так вы понимаете, да, горы. То есть, непосредственно ситуация достаточно тяжелая. Сегодня на протяжении всего дня говорили о том, что Китай запретил Ирану блокировать Ормузский пролив, но если так вот разобраться, и там не было никаких минирований, ничего, но вот это вот узкое горлышко экспортное, чтобы его контролировать, нужно заходить сухопутно, а Иран то откроет, то не откроет, то, собственно, еще что-то произойдет, то Китай, то не Китай. В общем, никто, не может сообразить, как себя вести в военном плане. Но все отметают любую причастность к операции, да, наземной. Все просто... Вот сейчас Трамп использует эту тему как опять очередной маркер свой-чужой. Например, испанцы. Все, вы нам чужие, народ прекрасный, а вы негодяи. Быстренько, умные литовцы подключились. Они говорят, что рассматривают возможность участия в войне с Ираном. Представляете? И даже гипотетически войска могут отправить. Литовские войска могут оказаться на войне с Ираном. Да, это все на полном серьезе, это прям новость. Новость дня называется. Но должны просто США попросить и сказать: ребята, мы без вас не справляемся, литовцы, давайте к нам, заявил президент. И видите как, пожалуйста. Никто не будет отправлять эти войска, но страны должны выйти и сказать: мы за тебя, Дональд Трамп, мы расписываемся кровью над тем, что ты делаешь. А что делает Трамп? Трамп очень и очень серьезно, скажем так, мочит Иран и хочет решить вопрос силой. Получается или нет? Вопрос спорный. Нет, поражено очень много объектов, действительно. Но у всех проблемы.
Абсолютно у всех. Новость, Reuters сегодня публикует, говорит, что энергокризис выходит вообще за пределы целого региона. И теперь Индия сокращает поставки газа промышленности. Компании начали урезать подачу газа на предприятия на 10-30% после того, как СПГ остановилась в Катаре. Это было объявление о том, что они останавливают в Катаре мощности, потому что смысла нет. Ну и перебои с поставками через Ормузский пролив. Так, на секундочку, Индия 4-я в мире по импорту сжиженного газа. Один из крупнейших покупателей катарского СПГ, крупнейшие игроки рынка уже уведомили клиентов о снижении всех объемов, и Индия как раз-таки получает очень серьезный хук, откуда не знали, откуда не ждали, откуда, собственно, не видели. Ну, а что, собственно, Трамп? Трамп радуется триумфу. Вот все должны собраться и, ну, например, ООН, которая заткнулась и молчит, и ничего сказать не может, они все отвлечены, ну, всей организацией отвлечены его супругой Меланией. Доброго дня. 10-те 113-те засідання Ради безпеки оголошується відкритим. А, как стукнуло. Вот и все. Стук-стук. Все, открыла. Там просто необыкновенный ажиотаж, сообщают. Ну и картинка, то есть подтверждает, необыкновенный ажиотаж. То там на этих заседаниях вообще никого, собственно, ну, не нарисуешь, а тут председательствует сама Мелания. Зараз я виступлю як перша леді Сполучених Штатів. По-перше, мої щирі співчуття сім'ям, які втратили своїх героїв, що віддали життя за свободу. Їхня мужність і відданість назавжди залишаться в пам'яті. Щиро бажаю швидкого одужання всім пораненим. Ви в моїх думках і молитвах у ці важкі часи. США підтримують усіх дітей у світі. Сподіваюся, мир незабаром прийде до вас. Закликаю вас захищати освіту в наших громадах і забезпечити доступ до якісної освіти для всіх. Закликаю вас виховати майбутнє покоління лідерів, які обиратимуть мир через освіту. Мир через образование. Ну, то есть у Трампа же мир через силу, а вот у Мелании мир как бы через образование. На фоне похорон девочек звучит просто феерически. И все прекрасно понимают, что Трамп стал лицом этого противостояния. Он взял на себя основной удар, ну и хочет загрести хоть какие-то профиты. Правда, с профитами не сложилось. Сегодня Bloomberg публикует, что Путин единственный победил в войне с Ираном. Значит, это мнение Марка Чемпиона, обозревателя Bloomberg. Он сделал такой вывод из скорости расхода американских ракет в Иране, а также из роста цены на нефть и газ. Россия уже стала явным бенефициаром решения Трампа начать войну с Ираном, и тогда это будет, собственно, выгода расти по мере затягивания конфликта. Операция продолжительностью 4-5 недель значительно истощит американские ракеты. Как наступательные, так и оборонительные, одновременно подталкивая вверх мировые цены на нефть и газ. Любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортной мощности стран залива по нефти и газу может оживить рынок для подсанкционного российского топлива. Танкерные суда, которые простаивали с полными трюмами непроданной нефти после того, как США надавили на Индию с требованиями сократить закупки у Москвы, вероятно, нашли бы покупателей, говорит этот Чемпион. Ну и что касается ракет, их интенсивное использование против Ирана ставит под угрозу поставки Украине ракет для Патриот и отодвигает на еще более дальнюю перспективу томагавки. Ну, это Bloomberg, они, знаете, они вот томагавки, они прям верят в эти, скажем так, томагавки. Но про Украину, кажется, знаете, все забыли. И вот вспоминается вот это, ну, много сейчас в последнее время Жириновского вспоминают. Давайте и мы вспомним в шуме. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события.
самые страшные события, похоже, уже разворачиваются. Потому что, ну, давайте честно, удары очень серьезной мощности. В подтверждении слов чемпиона. Значит, Иордания, да? Ну вот, конкретно Иордания. Там, ну, скажем, история, которая, ну, как бы демонстрирует, ну, во-первых, несовершенство систем Patriot, а во-вторых, небывалый расход ракет в молоко. Ну, то есть не по делу. Ну, так вот. Обстреляли, собственно, сами себя. Вылетела ракета, ну и прилетела рядышком. Нормальная практика. Ну, собственно, никто не говорит, что это так, ну, так бывает, что осечка вышла. Ракеты бог знает какого года, да, их там начинают с конвейера, там же все как бы для Украины. Украине уже, собственно, и мало что останется. Более того, внимание, это подали сегодня в средствах массовой информации как некий курьез. На самом деле смешного здесь мало. Прям АСИНТ-аналитики рассмотрели, что американцы с израильтянами уничтожили в Иране фургон, ну как фургон, грузовик, поломанный, на обочине стоящий. Ну, то есть, смотрите, вот уничтожение эпическое грузовика. Но они так вгляделись, присмотрелись. А что не так? Да вот что не так. Ну, понятно, тут разные удары, да, но вот конкретно по поводу фургона, давайте еще раз посмотрим. Он стоял на обочине с открытым капотом. Ну, он поломанный. И вот увидели это в отчете американско-израильским и говорят: ребята, что-то вы как-то не туда потратили мощь огневую. Это означает, что никто ничего не жалеет. Лупят со всех стволов по любым целям, только напоминающим какие-то угрожающие. Интенсивность огня действительно по Ирану серьезная, но надолго ли хватит американцев? Трамп сегодня говорит: хватит надолго. Надолго, мы совсем у нас оружия вообще несметное количество, все у нас хорошо, все замечательно. По поводу оружия, кстати, не обошлось и без хамства Зеленскому. Значит, пишет Трамп у себя: значит, сонный Джо Байден тратил все время и деньги нашей страны, отдавая все Барнуму, в скобочках Зеленскому, из Украины на сотни миллиардов долларов, и как бы раздав так много самого передового вооружения бесплатно, в скобочках, да, значит, он даже не позаботился о его восполнении. Ну, Барнум, он уже сравнивал Зеленского с Барнумом. Это известный американский шоумен, циркач, где-то в 19 веке, и вот его имвол — это символ показухи такой, да, вот самопиара. Трамп, конечно, нервничает, но многие обратили внимание на этот пост и сказали: ой-ой-ой, а что такое? Это прям открытая демонстрация отношения к Зеленскому. По поводу России. Лавров сегодня выступил с многочисленными заявлениями. Значит, действия США, говорит Лавров, могут вообще Иран подтолкнуть к тому, чтобы реально получить ядерное оружие. Если логика продвигается таким образом, то гарантирует Лавров, что в Иране появятся силы, целое движение, которые будут делать медленно именно то, чего хотят избежать США: приобрести ядерную бомбу, потому что США не нападают на тех, у кого есть ядерная бомба. И такими, скажем так, там есть такие люди, которые приводят в пример Каддафи. Он добровольно отказался от разработки, ну и что с ним случилось, понятно, что потом было. Эта война, которую теперь развязали против Ирана, может, во-первых, стимулировать движение в эту пользу, ну и такое движение немедленно проявится в арабских странах, которые соседствуют с Исламской Республикой Иран. Поэтому, как ни парадоксально, говорит Лавров, объявленная благородная цель начать войну, чтобы не допустить ядерки, может стимулировать совершенно противоположные тенденции. Ну, то есть от обратного. И это действительно парадокс и парадоксальная история. От обратного. Сколько по Украине лет лупят ракетами? Ну как там, что кто-то кого-то сверг?
Сегодня такую интересную фразу сказал Трамп. Говорит, не-не-не, подождите, вы не выходите на улицы пока. Побудьте, не надо. Мы вам скажем, когда выходить. А то там ракеты, бомбы летают. Чуть-то вы будете выходить на улицы. Но послушайте, выходят, и на похороны выходят, и уже объявили родной город Хамении, там тоже будет, наверное, очень много людей на похоронах. То есть выходят. Жизнь есть в Иране, несмотря на вот эти беспрецедентные бомбежки. Плюс, конечно же, реакция мирового сообщества выглядит абсолютно двуличным и циничным образом. Украинцы сейчас все поймут, вместе с Гераскевичем, которого я тоже вчера показывал. Значит, в МОК заявили, что нельзя вводить санкции против спортсменов Израиля и США, потому что спорт должен оставаться маяком надежды. Ой, какие они молодцы в этом МОК, да? Вот все-таки, да, не надо вводить санкции ни против Израиля, ни против США. Зачем? Вообще МОК, они вот как и Лавров. К Лаврову подошли сегодня и тоже спросили, так, смотрите, агрессия же, а Россия ведет санкции против Америки? Он говорит, нет, это не наш метод. Вообще не наш метод. Абсолютно не наш метод. Иран же огрызается достаточно громко. Иран огрызается достаточно мощно, да, и вот, например, вот это видео сняли китайские рабочие в Арабских Эмиратах на небоскребе. Строители сняли. Ну вот они все в дыму. Ужас, конечно, что происходит. Это вот пожар, да, после прилета. Против дронов этих вообще мало кто чего может каким-то образом совладать, да, ну и, соответственно, все говорят, что а может Украина. Ну, кто говорит? Зеленский говорит. Причем самое интересное, он говорит, второй день подряд, говорит, нет, вы что, меня никто не просил, абсолютно никто не просил. А что меня просить? Но я, если что, готов. І от смотрите, які у мене условия. Дякую за запитання. Зранку я говорив з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів. І окрім того, що наші дипломати на різних рівнях працюють з представниками Близького Сходу. Я думаю, в ці дні я проговорю з кожним з лідерів цих країн, які виходять на контакт або хочуть співробітництва. То есть он уже с кем-то поговорил. И среди этого кого-то он должен что? Правильно найти тех, кто хочет сотрудничества с Зеленским, который вообще остался за бортом. Украина выпала из этой повестки мировой информационной. Безумовно, це питання у всіх номер один, як захистити небо. Ми самі живемо в цьому питанні. Просто таких масованих ударів колеги з Близького Сходу ніколи не мали. Слава Богу, але тепер вони мають щось на кшталт того. І тому всіх цікавить наш досвід. Ми Ну, почему вот эти всех интересует опыт, да? Опыт воровства. Почему? Потому что, ну, изначально это территория, которая, ну, такой, знаете, ну, что офшор. Понятно, там есть свои правила, свои законы. Ну, например, там по каким-то своим законам, но можно многое чего легализовать из доходов, да? Ну, там, крипты какой-нибудь или какой-нибудь еще, скажем так, актив. Недвижимость активно продается и покупается не потому, что она там суперкачественная. Рассказывали знакомые, что, ну, такой себе ремонт, например, да, в Украине делают вот прям куколку делают и строят. Есть отдельная, например, да, ЖК, которые строят. Вот. Ну, в Москве научились все строить в свое время, да, там как бы дело было такое, там в яму садили, когда на заработках в 90-е украинцы туда ехали, там и паспорта отнимали, вот был же этот опыт. Поэтому сейчас у нас как бы строители, ну, были, да, всех на войну забрали, большинство, по крайней мере. Так вот, строят так себе. Но почему там такие цены? Потому что это легализация. И как бы очень интересно, что с странами Ближнего Востока Зеленский поделился легалізацією. І так як ми є, ну, нормальною, дуже адекватною країною, яка в стані війни, ми не можемо просто передавати зброю, з якою у нас дефіцит. Всі, до речі, це розуміють. Адекватні люди, всі це розуміють. Знання, експертиза, вони знають, що вони можуть сюди приїжджати, вони отримали ці сигнали, брати експертизу, як захистити цивільне населення. Це можливо, абсолютно. Якщо ми говоримо про щось глобальне, це
тренування, наші команди, наша зброя, тощо. Я вчора сказав, я розумію, що це таке масована атака. Ми з вами всі розуміємо. Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитись з Путіним, а вони в хороших економічних відносинах, як мінімум економічних, домовляться з ними про сісфаєр, тоді ті хлопці, які сьогодні захищають нас. Ceasefire, это, я напоминаю, это прекращение огня. Ну, он же они любят вот это, boots on the ground, ceasefire. Неба можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства, як захистити світ іранських атак. А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут, і ми будемо захищати нашу державу. Да, вот так вот. Патриотичненько? Патриотичненько, конечно. А вы как думали? У нас же война, что мы с своими ПВОшниками будем разбрасываться? Да нет, конечно. Нет, конечно. А есть вот правда, да? Вот есть что защищать. Правда, не мирное население. Вот сегодня на украинском телевидении включалось из Израиля. Я что-то вот нащупал. Откуда это все? То есть каждый обстрел, да, по Украине летит, и официально говорят, это бьют по мирняку. Вот по твоей квартире дядя Петя где-нибудь там на Троещине бьют. Потому что ты украинец, потому что на тебе, собственно, страна держится. Нет, на самом деле. Бьют не по мирняку. Бьют по базам. Китайские спутники показали последствия иранских ударов по американской базе в Кувейте. Это база Али-ас-Салем. Вот. Это конкретные удары по конкретным целям. Туда они и бьют, исключительно туда. А то, что залетает куда-то, ну, в другое место, ну, это исключительно тоже работа ПВО, или там сбивают, подавляют, как-то сбивают курс, и, ну, как бы, вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Поэтому тоже такой момент. Я вот почему вспомнил эту женщину, которая включалась из Израиля. А у них вот такой подход. Вот такой подход. Бьют по мирняку. Бьют вот по мирняку. Плюс еще сегодня очень интересный материал, кстати, вышел в Вашингтон-Пост, где сообщается, что многие американские военные покинули военные базы и отдыхают в отелях в арабских странах. Иранцы об этом узнали, и дроны атаковали отели в Бахрейне и Эмиратах, где представители Минобороны США отдыхали. В Бахрейне конкретно в отеле пострадало 2 американских военных. Сообщает Вашингтон-Пост. То есть тут же очень и очень все на тоненькую. Понятно, почему бегут все как бы известные и не очень известные, богатые и не очень и поменьше богатые люди. Там говорят, чтобы улететь куда-нибудь, да, из Дубая в Оман или, например, ну, вот на своем джете, и надо спасать же джеты свои, у многих самолеты свои, это ж вам не как бы, это как-то вот платят по $350 тысяч, чтобы самим улететь, чтобы как-то судно свое переправить. Среди этих людей сегодня оказался и Роналду, футболист. Значит, он самый популярный футболист планеты. Покинул Саудовскую Аравию, потому что военные действия. Daily Mail пишет, что частный самолет Криштиану Роналду вылетел из Эр-Рияда в Мадрид на фоне ударов. Сейчас он играет за команду Аль-Наср. Ну, как считается, доигрывает, хотя у него показатели такие мощные, что как бы играет он на высоком уровне, поэтому, ну, давайте честно, хлеб свой ест не зря. Футболист талантливый, хороший, ну, улетел, все. А какой футбол? Никакого футбола. Многие, кстати, задаются вопросом, а что там с чемпионатом мира по футболу? Вообще будет чего, не будет чего? Как бы время еще есть. А ну, удастся ли помириться со всеми мусульманскими странами, вообще со всеми странами, которые, собственно, вот это все наблюдают и каким-то образом оценивают? А не будет ли, даже если состоится все, какие-то страны не приедут, не будет ли это точкой сборки всех мстителей?
Ну, каких-нибудь с поясами взрывоопасными, каких-нибудь отмороженных смертников с криками «Аллах Акбар», которые будут, так сказать, показывать Трампу и портить ему этот величайший праздник. Вообще, с точки зрения Зеленского, вот у него золотое время на самом деле. И он как бы чувствует, ну, у него кровь такая, он чувствует эту жилку, выгоду коммерческую. Но он говорит, давайте договоритесь с Путиным договоритесь о том, что перемирие было, мол, давайте надавите на него или каким-то образом уговорите. Но там же исключительно коммерческая составляющая. Взять, отправить украинцев и пускай там Ближний Восток защищают. А чего? И поднатореют, и, собственно, денег еще за это можно срубить, и оружие. Вообще, конечно, война на экспорт была описана еще гением современности Євгеном Карасем. В тому, що нам придеться воювати. Війна на експорт, технологія війни на експорт – це наше ремесло на наступних років 30. Технология войны на экспорт – это наше ремесло на долгие годы вперед. Точно, це даність. Я чого кажу, іди зараз служить, тому що війна, як зараз кажуть підприємці Мілтек, це просто як там нова крипта, суперприбутки. Я бачу це на Заході. Може, ми будемо ланцкнехтами або союзниками. Ми кулаки цивілізованого світу. Кулаки цивилизованного мира. А? Это ж мир. А мы кто? А мы будем наемниками. Мы будем экспортировать войну. Мы будем экспортировать, ну, вот ЧВК, понимаете? ЧВК цивилизованного мира. Мы будем вот эти знания, которые мы добыли в бою, экспортировать. Это наша крипта. Крипта. Не просто кулаки, а ми технологічні сили. Це мільярди грошей. Да. А почему так говорит Карась? Да потому что успехи какие колоссальные. Какие же колоссальные успехи. Вот сегодняшняя статистика. Я никогда вам обычно в шуме это не показываю, потому что это какой-то цирк. Но сегодня покажу. Смотрите. Личного состава уничтожили. Личного состава. Плюс 790 за сутки. Смотрите сколько. 1 268 520. Представляете, сколько личного? Больше миллиона уничтожили. 435 самолетов. 348 вертолетов. 11 700 танков. 5, кстати, добавилось за последние сутки. Беспилотников там вообще не счесть. Но не считают и беспилотники. 154 тысячи, представляете? 1500 за сутки. Боевые бронированные машины, крылатые ракеты за все время. Вот там 4300. Корабли. Кстати, сегодня добавился один корабль, никто его не может найти. Что это за корабль? Может, кто ошибся? Ну, вроде как добавили. Может, это после удара по Новороссийску. И 2 подводные лодки там. И подводные лодки уничтожаем за период войны. Вот это я понимаю генеральный штаб. Смотрите, с такой-то рекламой. Вот, стоят вот эти шейхи, а им вот эти буклетики дают. Смотрите, вот мы, дайте денег. И Зеленский хочет на этом зарабатывать в том числе. Конечно, зарабатывать. Потому что, ну, это же колоссальная бизнес-модель. Колоссальнейшая. Представляете, государство... Ну, там же, как говорят, государство ЧВК или там государство, которое готово там воевать, под ружье встать, такие все воинственные, всегда же был Израиль. А у нас постоянно ходила мантра в Украине: будем как Израиль. Нет, мы круче Израиля, мы лучше Израиля. Израиль лупит как не в себя по Ливану, зашли там в деревне, ужас, что, конечно, с сообщением, люди бегут, удары наносятся, Хизбалла, говорят, будут уничтожать полностью Хизбаллу. Вот один даже, кстати, самолет, это, конечно, нонсенс, но тем не менее, из аэропорта, да, Бейрута, собственно, летел самолет под обстрелом, Associated Press опубликовала эти карты. Ливан, пожалуйста. А на фоне взрывы, а на фоне все остальное, а он быстро пытается удрать. И вот видите, попадание. Сегодня было несколько таких больших попаданий от Израиля по Ливану. Они будут уничтожать Хизбаллу. Ну, Хизбалла — это ж прокси Ирана. Вот надо с ним разобраться. Хуситов подозрительно как-то не трогают в последнее время. Ну, они просто о себе еще, наверное, не заявили. Вот как заявят, вот, наверное, так сразу и, собственно, и тронут. В самом же вот этом регионе
стран залива, не все спокойно. Не все спокойно. Я вам указывал вчера о том, что там Трамп прогибает их, говорит, давайте, присоединяйтесь. И сегодня он тоже говорит, смотрите, я вообще не хотел. Кстати, официально Арабские Эмираты сказали, что они подумают, вступать ли в войну с Ираном. Все остальные страны пока отмалчиваются. Но вот Бахрейн, который серьезно побил Иран, имеется в виду и посольство, и непосредственно базу, в Бахрейне. Там вообще очень интересное событие происходит. Значит, замечена была техника. Техника, есть такая группа «Щит полуострова» в Бахрейне. И они ночью переброску личного состава, техники сделали. Но вы подумайте, подождите, а какая техника, какой личный состав? Идет же воздушная война. Зачем столько много и какие-то... О чем это? Это что, готовится какая-то сухопутная операция? Типа Трамп нагнет эти страны залива, чтобы отправить пешки воевать, а сам будет постреливать из океана, из авианосца? Нет. Там протесты. Там шиитское население. И это шиитское население, оно, извините, оно бузит. Оно конкретно бузит и как-то не очень хочет, собственно, продолжения банкета. И вот его надо подавлять. Все очень непросто и в этих монархиях залива. Потому что, понятное дело, там, действительно, есть деньги, они эти деньги делятся с народом, но религиозный фактор тоже имеет значение. Не всем очень нравится под Америкой. И, в общем-то, понятно, что им там мало что угрожает. Во время атак, конечно, любой народ сплочается возле своего лидера. Любой. И в том числе и этот. Но то, как ведется эта война и по каким правилам, конечно, вызывает у многих вопросов. В Бахрейне, например, да и в других странах залива. Поэтому тут тоже очень аккуратные, вот эти мудрые и умные лидеры, они должны принимать это решение. Посмотрим. Эмираты вроде как говорят, да, мы можем включиться, но тем не менее. Самое интересное, что если вот так переходить непосредственно к Украине, то с Украиной на самом деле большие вопросы. Украина становится все дальше, чем дальше по войне, тем больше заложниками вот этих некрофильских, вот этих вот тяжелых мантр о том, что являются целью в войне. Убийство максимального количества россиян. Вот, пожалуйста, українське телевидение. А на вашому напрямку, який такий середньостатистичний час, скільки живуть окупанти на тій ділянці фронту? Дуже коротко і дуже мало живуть окупанти. Спостерігаємо теж дуже багато найманців з Африки, з Індії. Стосовно їхньої невдалої підготовки або ж цього базового рівня знань, це є часткова правда, але не варто, власне, зосереджуватися на невмінні чогось чи когось чимось займатися. Ми, знову ж таки, говорили на початку про велике співвідношення. Тобто, що ми бачимо, для того, щоб їм створювати, власне, таку пресію, тиск на нашу оборону, їм необхідна кількість людей. І їхня мобілізація, власне, все, що може покривати, вони зразу відправляють, вперед, для того, щоб Вперед. Это новый украинский язык. Вперед отправляют. Давайте. Значит, центральный нарратив пропаганды украинской, заключает... Понятно, что война всех достала. Да, есть свет. И они все говорят, вот свет будет, свет, все нормально, там солнышко вышло, солнечные батареи там добавили, плюс еще потеплело немножко, поэтому нормально, держимся, зиму победили, все прошли, все хорошо. Но достала же серьезно ситуация, достала. Курс валют сегодня, исторический рекорд доллара. Ой, и евро соответственно, то есть ой, там по бензину отдельная тоже история. Связанная, кстати, с Ираном, вообще говорят, 80 гривен литр будет стоить бензина. То есть много проблем. Плюс бусификация, плюс очень тяжелые, скажем так, внутренние условия, но всем забивают баки, что мы успешны. Почему? Потому что не успешны россияне. Они отправляют вперед
и тратят больше, чем набирают. То есть у них убыль в армии идет. Убыль у росіян. Поэтому, собственно, що Україна побіждає. Створювати це, нехтуючи, власне, навчанням цих підрозділів або нехтуючи навчанням цих людей. Оскільки, якщо не буде цієї пресії, не буде цього тиску з їхньої сторони, так як ви теж вже згадували, ми знаходимося в активній обороні. Якщо ворог десь на якомусь напрямку тільки виснажується, ми зразу переходимо в режим контрнаступу, атакуємо, забираємо вигідні позиції. І досить часто є так, що ворог може витратити місяць-два на захоплення якоїсь там певної ділянки, і потім виснажується за тиждень чи за 3-4 дні. Ми можемо відбити це назад. І це... То есть они месяцами берут какую-то посадку, а потом неделька-две, и мы такие раз и забираем назад. Потому что они истощаются. Бросают вперед необученных. Короче, воюют дуболомы какие-то против Украины. Воюют серьезно. А мы что делаем? Мы их перемалываем, уничтожаем. Победы добиваемся. Больше 400 квадратных километров, рассказывал Зеленский сегодня в интервью о том, что освободили. Впервые освободили больше, чем потеряли. Ну, я не знаю, за какой период времени, месяц, наверное, или там 2 недели, 2-3 недели. Дуже сильно впливає на ворога, на його моральний стан і доводить їм те, що їхні всі атаки є марними. І, власне... Безрезультатные атаки. Они идут и идут, а мы их убиваем. А они безрезультатные. Представляете? Там на запорожском направлении сегодня продвижение. Ну а кто ж его видит? Это же все неподтвержденная история. Серая зона, никого нет. Это там через полосица. Така певна концепція Андрія Білецького і теж його вислів, що... Ой, а что за пошла предвыборная агитация? Концепция Андрея Белецкого. А кто этот великий белый вождь и супермыслитель? У него прям концепция есть? Да ладно. А что ж там за концепция? Нам необхідно довести ворога в патову ситуацію, неможливість його просуватися далі. І тоді ми можемо легше сісти за стіл переговорів. І ми це спостерігаємо в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Першочергово зараз ми цю концепцію розширяємо на наш 3-й армійський корпус і віримо в те, що зиму ми вистояли, відносно теж були озвучені цифри, віримо в те, що весна буде теж за нами і ми зможемо відбивати ворога все краще. Більше відео дивіться. Да, сможем, конечно, сможем. Сможем, конечно, отбивать. Это же концепция Белецкого. Слушайте, концепция Белецкого тогда это все объясняет. Вот такая вот, собственно, война. Вот такая замечательная, собственно, война. То есть успокойся. Успокойся, украинец. Не переживай. Ну и что живешь ты в Виннице? Ну и что увидел там по 70 гривен? 95-й по 80, сотый, да, там, дизель по 70. Ничего страшного, все нормально, так и должно быть. Но самое это интересное, что если он на заправках для них по такой цене, то он же и для армии по такой цене. Ну, этого никто не считает. Концепция Белецкого нам же есть, о том, которая поможет нам победить. Это очередь в Киеве. Очереди на заправках. То есть свет есть целый день. Не скажешь, что это в генераторы. Да потому что люди кинулись, утром проснулись, плюс 2 гривни. Дальше плюс 15. Ничего себе. То есть как это? И поэтому надо, успей. Покупай, торопись. Живопись. Понимаете? И на этом фоне... Вот как раз-таки на этом фоне, ну, это в Киеве, да, мы имеем очень интересную, скажем так, очередную атаку на Зеленского в рамках его, ну, вот этой борьбы с дружбой, да, от Орбана. Венгерский премьер Орбан призвал официально сегодня вечером Еврокомиссию заставить Украину поставлять стране российскую нефть. Значит, Зеленский дал неприемлемый ответ. Таким образом, сегодня я призвал председателя Еврокомиссии, это Урсула, обеспечить выполнение соглашений, которые обязывают Украину разрешить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Пока Зеленский не вернется к здравому смыслу и нормальной жизни, мы не поддержим ни одного решения благоприятного для Украины. То есть Урсула, все окей.
Ну ты же в Киев ездила на годовщину войны? Там же чествовали тебя? Чествовали? Ну, так давай подсуетись. Ты же там выступала о дружбе, а ВОС и ныне там. Зеленский продолжает хамить, продолжает в интервью рассказывать, что вот не будет Орбана, нам будет легче, мы построим замечательные отношения. Ну, типа, Орбан это ж не народ Венгрии, народ-то Венгрии хороший, а Орбан такой негодяй. Там шутит, что он просканировал, со спутников просканировал подземные трубы. Ну, Зеленский играет в политику, но надо же как-то объясняться перед европейскими партнерами. Ну, вот объяснились, Шмигаля выпустили. Чо дружба не качает, Шмигаль? Стосовно ситуації з нафтопроводом «Дружба», відповідно було влучання російського дрону в один з найбільших резервуарів. Це найбільший резервуар в Європі, 75 тисяч метрів кубічних нафти. Там Ну, то есть, смотрите, вроде уже война. Он же и премьер-министром был, и министром обороны, сейчас министр энергетики. Говорит, самый большой резервуар в Европе. Самый большой. Ну, так все прикинули, какой самый большой. Ну, это в Бродах, вот там, ну, в Львовской области. Дрон попал, представляете? на той момент було 25 тисяч метрів кубічних нафти. Відповідно, частину з цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, для того, щоб уникнути великої техногенної і екологічної катастрофи, качали в труби. Відповідно, нафта фактично була в киплячому стані. Велика Перевожу. Значит, попал дрон, самый большой резервуар. Что надо делать? Нефть спасать. Да, ну, чтоб как бы беды не наделала, не взорвалась, да и не пропала нефть. Нефть же как бы тоже денег стоит. И они начинают ее как бы выкачивать. Но как он эпически рассказывает, слушайте, нефть бурлит, кипит, это ж все. А они вот это качают, качают, качают. И поломали насосы. Ну, оборудование, оно ж кипящая нефть, не рассчитана. И поломали. частина внутрішнього обладнання цього нафтопроводу. Внутреннего. Вот там труба, там и внутри. Ну, не увидишь ты Орбан со спутников. Ну, тебе кажется, что оно целое. А там кипящую нефть качали. Датчиків, різноманітних іншого обладнання всередині нафтопроводу була пошкоджена відповідно температурним режимом. Цього не видно ззовні, але це великий об'єм роботи. Зараз компанія «Нафтогаз» завершує дефектацію. Відповідно, після завершення буде порахований кошторис, час і необхідні засоби для того, щоб це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом. Ну, вот так вот, понял, Орбан. Поэтому все, Россия ударила, а мы вот видите, вы не видите повреждения, они есть. То есть, это вот такая история. Россия, это Россия, к России все претензии. Слушайте, уже этот Зеленский, он уже Орбана говорит, договаривайся о перемирии энергетическом. Уже этим шейхам говорит, шейхи, давайте шуруйте перемирие, договаривайтесь о перемирии. Очень нужно перемирие. Очень нужно. Сегодня даже... Ну, вот даже в такой... Ну, ситуация действительно критическая. Действительно. И он уже и таким макаром, и так, и этак, и пытается, и что-то. Ой. Даже в очередной раз с Кличко поссорился, представляете? Вот Зеленский. Значит, провел он заседание СНБО, значит, заслушал всех представителей городов, областей для того, чтобы дальше решение инфраструктурное утвердили план стойкости, между прочим, для всех областей на следующий отопительный сезон, кроме Киева. Кроме Киева. А Киеву дали время дополнительное на подготовку каких-то осмысленных документов. Киев был не готов, и вообще на эту зиму был не готов, и на это СНБО был не готов. К следующему разу нужно успеть подготовиться, пишет Зеленский, и исполнить каждое задание. Каждый город, значит, каждая громада должны быть готовыми к любому сценарию на следующую зиму и поддержать людей, правительство, Минобороны, воздушные силы ВСУ получили все задания, они будут помогать регионам готовиться. Спасибо всем, пишет Зеленский. Ну, как бы, куснул не готового Кличко. Ну, Кличко возьми и ответь. Значит, комплексный план стойкости города, который представила столица на заседании СНБО. Конечно,
требуют участия и помощи государства. И финансовой помощи, и законодательной, и правительства. Предложения по плану были вовремя поданы. Министерство развития. В разработку документа привлекали специалистов, экспертов. К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву помогать не будут, потому что общий бюджет по помощи страны городам для стойкости Киев не включили. Варианты, что и как будем делать в этой ситуации, как будем корректировать планы, сейчас оперативно рассматриваем. Постскриптум. Из интересного. Планы, которые представили другие города, подписанными головами военных администраций. А план Киева, где пока что, напомню, есть глава военной администрации, требует подписать от мэра. А для этого еще должен горсовет, Киевский городской совет. Вот такое вот особенное отношение. Опять не обойдется без политики. Конечно, потому что это большие деньги. Там, где Зеленский, там вообще деньги. Я вам говорил, что ему очень нужно зарабатывать на войне, на экспорт. На экспорт. Именно на экспорт. Поэтому, собственно, чтобы экспортировать войну, нужно быть при власти. Вот у него сегодня спросили по поводу выборов. Вы сказали, что будете участвовать в следующих выборах. Когда мы закончим? Вопрос в том, когда это произойдет. И когда это... Смотрите, как ему смешно. Я вообще не могу смотреть на это лицо, слушайте. Но это же что-то с чем-то. То есть, вы там, когда сказали, будете участвовать. Смотрите, как прикольно. Весело. Учиться я не знаю. Да. Так что я не знаю, будут ли... Смотрите, собрался, поржал, когда это случится, ха-ха-ха, и поржал. Это он не журналисту итальянскому в лицо посмеялся, это всем он посмеялся. Всем украинцам. Выборы после войны, после окончания войны. Это довольно просто, конечно. И, конечно, экономика истории очень опасна, потому что она может начаться заново, если война закончится. И я не уверен, что это так. Почему вы не уверены? Да, я не знаю. Это зависит от... Я не знаю, когда это будет. Хорошо. Что вы будете делать? Так, да, поеду в Грузию кушать. В Грузию кушать поеду. Тут понятно, может, там корявый перевод, но смысл ясен, да, и по субтитрам вообще. Говорит, подождите, если вы не будете баллотироваться, он говорит, будет мир, я подумаю, там, украинцы, не украинцы, вообще заморозка, это такая вещь, такая война уже может начаться, куда мне уходить, какие выборы проводить, вообще будут ли выборы после войны? Вот в чем вопрос, говорит Зеленский. Уже и после войны могут не быть выборы. А будешь участвовать, если будут? Как? Может, и не буду. А что тут уже от этой Украины останется? Объективно, а что останется от Украины? Зеленский знает первый, что ничего не дадут после войны. После войны будут забирать. Да, руины, обломки, останки какие-то, все будут забирать после войны. Поэтому он что? Я поеду отдыхать. Я в Грузию поеду. В Грузию, а там кухня же вкусная в Грузии. Буду там хинкальки кушать, хачапури, всякие, понимаете? В Грузии там же вкусно, там же классно в Грузии. Интересно, а почему? Че уже, наелся? То, что тебе известнейший голубцекрут в Киево-Печерской лавре Клопотенко крутит. Сегодня взяли и представили как человека, который будет рецепты для ВСУ формировать. Это карамелизованная куриная нога, та, которая с когтем, нога. Не просто, а вот именно нога, кисть. Это он там какие-нибудь там вот эти его борщи совсем на свете. Понимаете? Мне так интересно, там, ладно, Клопотенко, ему там все сойдет за пиар, а это представитель Минобороны Федоровского. Смотрите, как он рад.
Как он рад, что он увидел Клопотенко. Это ж сколько баблишка можно отмыть вместе с таким-то классным... Вот представьте, будет главный повар ВСУ. Рецепты будет писать всем поварам. Вот это, я понимаю, занятия нашли. А почему? Ну, а что, ему воевать идти? Нет, пусть рецепты пишет. Он очень полезен со своими рецептами. Как из американского сухпайка сделать украинский национальный, ну, не знаю, какой-нибудь, какой маковей. Ну, тебе дали сухпай, а ты украинский маковей, давай. Давай, сделай что-нибудь. Мака нет? Ну, нет, без мака. Ну, вот, например, да, галушки. Как слепить галушки из того, что в натовском сухпайке? И нормально, и хорошо. А всем плевать. Вот на Клопотенко, на его рецепты есть, вот пиар есть, вот это все есть. А на главное нет. В стране, где растет количество переселенцев, денег нет на то, щоб обезпечити їх жильем. В Україні грошей в бюджеті немає. Завдання України, влади створити такі умови, коли це буде вигідно сюди вкладати. Вся ця гуманітарна сфера, всі ці благодійні такі речі, вона не витягує, вона не витягне житло. Тобто там всі ці ООНівські гуманітарні організації, всі, які є, вони допомагають нам, ну, такі emergency ситуації, тобто такі, які, ну, надзвичайні ситуації, закриті. Это депутат от «Слуг народа» Фролов. Спасибо войне, хоть на 5-м году жизни, посмотрим хоть на депутатов, понимаете, какие они там слуги. Ну, они же там выбывают, там кого-то садят, кого-то гибнет, убивают. А он вот новый, это, говорит, смотрите, и так вот доказывают, говорит, денег нет. И не будет, потому что, говорит, ну давайте у партнеров попросим. Ну а что они наши эти ютятся, эти переселенцы, а переселенцев там все больше и больше, не дадут. Ну, будувати в них немає ресурсів вільних на ринку на те, щоб вкладати і будувати нам житло. Ми маємо, звісно, і їх залучати, і залучати це, щоб сюди зайшли світові компанії по будівництву. І наші компанії також, щоб це було вигідно. Там 30% житла віддаєш для ВПО, отримаєш, ну, умовно кажучи, це треба все відпрацювати на рівні законодавства і зробити інвестиційно привабливі. Державно-приватне партнерство. Держава каже, ось у нас 6 мільйонів людей, яким потрібне житло, треба програма будівництва. Але ж інвестор має теж мати прибуток і має свій інтерес. Тому тут завдання створити, щоб не було в нас, щоб вільні земельні ділянки виділялися, щоб дійсно не було корупції, щоб ці всі кошти вкладалися саме в житло для тих, хто його втратив через війну. Как без коррупции? Как без коррупции? Вы что? Ну, то правильно. То есть, иными словами, а как вообще можем что построить без коррупции? Мы будем сами выделять. Нам никто не выделит денег, потому что еще проверять начнут, там разбираться, а что там к чему. Нет, это нам не подходит. Как без коррупции? Как без обмана? Без обмана никак. Обманывают уже на самом страшном. Значит, сегодня сообщили, что семьи военных и вдову погибшего военного, значит, псевдоколдуны, псевдомаги, псевдогадалки выманили почти 1,5 миллиона гривен. Значит, под видом обрядов, снятия порчи, мошенницы запугивали людей какими-то страшными неминуемыми бедами и сосали деньги. Среди жертв действующие военнослужащие ВСУ, между прочим, жена погибшего, ну, вдова, то есть погибшего защитника. Она перевела аферистам средства из государственной выплаты за погибшего. Представляете? Людей доводили до кредитов, лишали последних сбережений. Схему организовала 50-летняя жительница Черкасской области и к делу привлекала своих родственников. Ну, ее уже задержали. Нет, конечно, задержали. Это ж вам не Гордон какой-нибудь с пирамидками. Тем более таких-то людей брал и обворовывал. И это все на каждом шагу. На каждом шагу. Вот, например, сегодня накрыли очередной раз очередные дропы. Ну, когда там, видимо, обменники, вот эти все деньги перебрасывались наличкой. О, боже. Смотрите, какая злая собака у этого человека. Она облетела весь интернет, она сейчас популярнее, чем пес-патрон. Представляете, тут такое задержание, а тут собака выходит. И давай, и давай.
вступаться за хозяина. Кіберполіцейські Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції та під Ну, это в Киеве, да, то есть вот это все происходит. Но если серьезно, то есть и серьезные, скажем так, новости криминального мира. Стало известно, что ДНК похищенного Игоря Комарова совпадает полностью с образцами крови, обнаруженными в машине и на вилле, где снимали видео с ним, сообщило индонезийское издание «Детик» со ссылкой на полицию. При этом сообщается, что фрагменты тела, ранее обнаруженные в устье реки, направили в лабораторию, сравнивают образцы с родственными ДНК. Тогда будет официальный ответ, принадлежит ли тело украинцу или нет. В феврале этот резонанс вызвала история с похищением на Бали Ермака Петровского. Ермак – это имя. Ермака Петровского. Это сын днепровского бизнесмена, бандита Александра Петровского. Нарик, значит, друг Игорь Комаров и парня, блогерши Евы Мишаловой. СМИ писали, что оба связаны с деятельностью колл-центров днепровских, легендарных уже. Ну и, в общем, позже появилась информация, что вот этот Ермак, он сбежать смог, и вскоре опубликовали видео с сильно избитым Комаровым, где он заявляет, что с него требуют $10 миллионов, и он говорил, что колл-центры крышуются властями, криминалитетом, силовиками, называл там Лысака, называл СБУшников, много фамилий назвал, ну и, собственно, судя по всему, его и, в общем, на части и в море, океаны выбросили. Поэтому, как бы, история, судя по всему, пока что там, знаете, из троеточия одну точечку убрали, скоро точка одна останется, и посмотрим, то есть, все-таки будет ли официальный ответ индонезийской полиции. Ну и вот такой путь, понимаете? И получается, что в стране, где невозможно заработать, где невозможно каким-то образом куда-то пойти. Если ты хочешь честно заработать, то тебе совсем скоро и пойти будет некуда. Ну, или там электриком каким-нибудь, там, на какие-то там слесарем, монтером, если хочешь как бы больше зарабатывать, да, стараться, ну, это только воевать. Ну, или бандитом, или каким-то схемщиком, темщиком, дольщиком. Страна, получается, вот такая вся. Страна вот этих темщиков и дольщиков. Но эту страну, видите, как держится Зеленский? Он сегодня выходит и говорит: нет, не отдам 200 тысяч украинцев, нет, не отдам Донбасс. Вот так вот. И сразу полетели птички, полетели. Вот тоже интересно, судьба устроена. Зеленский же, помните, вышел и сказал: я не читаю всякое там историческое дерьмо, история для него такое псевдонаука, ерунда полная. А историки его поддерживают, представляете? Есть такой историк Владлен Мараев. Говорит, нельзя, и референдум нельзя проводить. Об этом вы что? Только заикнется, кто отдать Донбасс. Все, вражина. Будь-хто, хто публічно оголошує про відмову від якихось територій, є зрадником України. В будь-якому разі. Тому що предатель, зрадник. Любой, кто вышел, публично что-то сказал по этому поводу, предатель. Територія України не може бути змінена взагалі. Навіть через жодні референдуми. Відповідно, навіть якщо щось подібне колись десь хтось ініціює, завжди можна сказати потім, коли завгодно, що такий референдум був незаконний. Ну так вот, незаконный референдум. Все незаконно. Нельзя даже заикаться об этом. А что можно? Идти надо воевать. Все должны идти воевать. В Киеве, на Петровке, ну сейчас вы переименовали Почайна, не сейчас, а раньше еще Почайна, ну вообще Петровка, да, вообще жесткий замес случился. Ужас, ужас, громко, сильно, ругаются люди. Короче, кого-то начали крепить, люди вступились, они разбрызгали газ и отбили мужика, отбили, и говорит, беги, родной, беги, ну и те, вот тот побежал. Ну а дальше начали разбираться, как бы ругаться с этими ТЦКшниками. Поспорили они как раз-таки о присяге, о чем историк говорит. Присяга. Кто кому присягу давал. В общем, замес получился лютый, эмоциональный, яркий.
Много событий и других было. Ну, мне упрекают, говорят, жестяк показываешь или с грустным концом какой-то в шуме. Ну вот вам, пожалуйста, конкретно люди понимают, что такое присяга. Кому? Народу Украины. Народу Украины. Присяга. Именно народу. По поводу ТЦКшника очень интересная мысль высказал адвокат. Причем, говорит, Дмитрий Мамчик, это адвокат, он говорит, слушайте, так они действуют вот на раз-два, у них все схвачено. Они даже там, понятно, что это беспредел, да ні, это типа по закону. Тепер будь-який патруль в країні має законну підставу затримати вас і вести куди завгодно. Ця схема працює технічно. Все просто. Перший зв'язок – патруль ТЦК. Поліцейський просто по телефону або через месенджер скидає дані чоловіка своєму знайомому оператору в районному ТЦК. Друга – це ручне втручання. Оператор бази оберіг, маючи логін і пароль, заходить в ваш профіль, йому байдуже, що ви зареєстровані за 500 км звідти. Він вручну одним кліком змінює ваше місце обліку на свій ТЦК. Третя – фальсифікація підстав. Щоб система видала розшук, треба порушення. Тому оператор малює вам, наприклад, ігнорування повістки, яку ви ніколи не бачили. Або неявку на оновлення даних, яке ви вже давно зробили. І четверте – фінал. Система автоматично підтягує статус в розшуку. Все. Тепер будь-який патруль в країні має законну підставу затримати вас і вести куди завгодно. Це і є та сама ручна цифровізація, про яку нам розповідали. Це не... То есть, нам Федоров рассказывает, что смотрите, все будет вот-вот, все будет и справедливость, и все честно, в базу, все. Они спокойно, они все в теме, они в доле. Ты идешь, у тебя есть документы, ты знаешь, что они в порядке. Да? Ты их показываешь, а он смотрит планшетик, показывает тебе, давай разбираться. Говорит, как нет, подожди, у меня вот документы, вот все. А потом все удивляются, а что так много людей с документами? А потом эти документы куда-то теряются, те, которые при человеке были. И все в сводках без документов. То есть, смотрите, 4-й год военное положение. Всем же с первого дня строго-настрого сказали. Строго-настрого сказали. Документы носить, военное положение, комендантский час. А никто не носит документы, все просто не хотят служить. А куча народу с нормальными, там, многодетные какие-то, с отсрочками, с болезнями, совсем на свете. То есть там с родственниками, с какими-то другими. Бронью той же, бронью. Сумасшедшая, как бы идиотская ситуация. А они все попадают под кулак ТЦК, их лупят, и они все уже на учебке. А потом, все уже. Ты с бронью, или там у тебя... повод есть. Мы тебя сейчас часть зачислим, а там пускай разбираются. Ну и что? А все они оказываются на фронте. Ну или в СЗЧ, конечно. Зручність – це інструмент для шантажу. Якщо ви не захотіли їхати добровільно в бусику, вас зроблять злочинцем дистанційно. Вот так вот. Цифру дистанционно сделают преступником, и так и быть. Конечно, надо выделять на это деньги. Конечно, надо это все. Это же гораздо лучше, чем каким-то старикам помогать или что-то куда-то в доброе дело или там восстановление какое-то. 22 числа прошлого месяца, 22 февраля, был обстрел по Киеву и прилетело в Софиевскую Борщаговку. Ну вот последствия. Дом, все вынесло, тут понятно. Низкоэтажная застройка. Короче, дома нет. Это последствия. Там гараж рядышком. И частный сектор. И вот в одном из этих частных домов живет бабушка и дедушка. Вот мужик, 77 лет. Встретили этого хозяина дома. Підкажіть, будь ласка, як загалом ось у вас відбувається комунікація з обласною військовою адміністрацією? Чи приїздив сюди Микола Калашник, її очільник? Чи, можливо, якісь певні були заяви чи допомога? Поки нічого. Допомоги ніякої немає, але ми написали в сільраду. Може, якісь гроші там виділять. А потім, вчора приходили до нас комісія від сільради. Вони нічого не дивились, сказали, ви бачите, треба все зносити. Але для цього ще потрібна незалежна експертиза. І от ми зараз шукаємо, тому що дуже дорого. Там один сказав $1000. А ви за власні кошти повинні зробити цю експертизу? А хто ж буде її робити, так. Да. А мені вже 77 років. Жена така же, чуть моложе. 77 лет. $1000 за экспертизу. Надо все сносить, надо экспертизу. А за что экспертизу?
Ну как, за что? Ну, экспертиза, 1000... А кто будет делать? Никому делать. Ну вот и все, откуда у него $1000? Ну, там ищут, где дешевле, где как-то там что-то перебиться, кто-то, может, поможет. А где же вот бомжует? Нет дома. Дома нет. Так вам помогли? Ну, комиссия пришла, сказали, все, сносить, делайте экспертизу, денег нет. Вот так и помогают. Ну, так и помогают. Областная военно-гражданская администрация. Но все очень и очень потужные, и все очень патриотические. Вот смотрите, Зеленодольск, это Кривой Рог, Криворожский район, сегодня остались без света вместе с соседними селами. В общем, обстрел был. И вот об этом сообщает мэр города Зеленодольск Дмитрий Невеселый. Вот фамилия у него Невеселая, а сам он веселый. Говорит, важная информация по поводу электроэнергии. Вследствие вражеской атаки без света остаются город Зеленодольск, Малая долина, Большая долина. Мы уже переводим систему водоснабжения на резерв, чтобы город и села остались с водой. Просим всех сохранять спокойствие, не паниковать. Все профильные службы работают на местах, все возможное делают для того, чтобы возобновить свет. И в конце приписка «Тримаємо стрій». Какой строй? Какой? Феодальный? Строй, говорит, давайте держать. Держим строй. Держим. И вот так на него смотришь, а кто ты? Мэр какого-то Зеленодольска, да, там, держим строй. Вот прям все выстроились и держат его. И Зеленский, да, это моя родина, Криворожский район, Кривой Рог рядом, да. Все поражают этой потужностью. В то время, когда деду никто помочь не может. А кто возьмет и вытащит $1000 ради какого-то деда, которому 70 лет? И это только на экспертизу. Кто его приютит, кто? Он же, помните, я рассказывал в шуме, когда дед, переселенец из Донецкой области, порубил других пенсионеров в Ивано-Франковской области топором. Молотком, топором, там 5 погибших было. Ну, он недавно умер. Ну, свихнулся дед. А этот, ну, этот еще держится, дай бог здоровья, там, жена у него тоже такого же возраста. Вот это вот ютятся где ни попадя. Ему кто? Поможет им кто-то? Нет. Но все должны держать строй. И ты, дед, тоже держи строй. Государство позаботится о тебе обязательно. У людей просто крыша едет. Вот другой мужик сегодня сообщили. В Днепропетровской области вообще в электричке вез вот такую противоракету. Нашел ее во время рыбалки возле села Калиновка, сел с ней в электричку и поехал к Вольногорску. Вышел на вокзале, положил на забор этот трофей, вот как его сфотографировали, и думает, позвоню-ка я 101, 102. Нормально. Нормальный мужик. Все очень уже как бы привыкли к этой войне, беспечные все. Взял противоракету и поехал в электричке. Никто уже ничего не боится. Но почему-то все боятся Зеленского. Никто ничего не боится. Вот в Одессе душещипательная одесская история. Вот лестница. Видите лестницу? У меня там наверху живут видите, руки в краске, да. То бишь красил. Живу глухонемые. Пару минут назад... Руки в краске, то бишь красил. Да, значит, живут у него на лестничной клетке люди с проблемами слуха, да, и речи. Глухонемые, как он говорит. Была тревога. Спускается, значит, ну, то есть, не тревога, То есть не тревога, не звук тревоги, а в смысле удары были. Это я перевожу. Спускается, ну, соседка глухонемая. Не только спускается, сука, звук дрона. И вот я уже вижу, он над нами. Я хватаю эту соседку, взрослую, блядь, очень взрослую женщину, и
Затягиваю. Вот, в наш... Как хорошо, что он все показал детально, прям как какой-то следственный эксперимент. И... безопасную комнату. Это такая безопасная. Безопасная комната. Все, да, уже передумала, видать, что ее насилуют. Ну, то, а может, обрадовала, что парень ее насилует. Глухонемую. Да, и вот человека спас, а потом говорит, говорит, нахуя меня, я же шла, нахуя меня вообще было трогать. Глухонемая после этого случая прям человеческим голосом ему об этом сказала, да? То есть она глухонемая, а после пережитого, как он ее схватил и в безопасную комнату, говорит, зачем, я же шла. То есть мужик, мессия, он чудо совершил, глухонемая заговорила, представляете? Вот эта история. Он даже не понял, что ее, сука, где-то спасали, блядь, не спасали. Думала, хотели изнасиловать. Ой. Ну, вообще, конечно, можно подтрунивать над этим всем. Ну, давайте серьезно. Люди привыкли уже к этим взрывам, ко всему на свете. Чё ты накинулся на меня? А он ее тащит прятаться от шахеда. Говорит, что ты пристал? Извращенец. Хочешь меня, глухонемую? Так и говорит ему человеческим голосом. Ну, вообще, конечно, иногда хочется быть немножко глухонемым в этой стране, в Украине. Потому что, ну, если не, ну, немым, так точно. Немым. Вот, пожалуйста. Есть такой легендарный проект «Орел и решка». Он на российском телевидении, на украинском телевидении, в общем, везде он был. И вот есть продюсер Нателла Крапивина, она там объявляет очередной юбилей. Понятно, что какие путешествия, война кругом, это уже как бы не то. А до этого был популярнейший проект. Менялись ведущие. Это там, где вот эту монетку подкидываешь, и там тебе или $100 на 3 дня, или безлимитная карточка золотая, и ты там купаешься в роскоши. И вот Нателла Крапивина, продюсер этого проекта, решила поделиться новостью, что... И, в общем, она же в команде работает, и говорит, часто меня просили, чтобы я там провела какой-то выпуск, сделала. Вот я все-таки решилась. Проведу для вас какой-то выпуск в роли ведущей. Всем привет, меня зовут Нателла Крапивина, и я генеральный продюсер проекта «Орел и решка». За 15 лет существования программы мне неоднократно предлагали деньги за место ведущего. Я неизменно отказывала, потому что это против правил проекта. Но в наш юбилейный 15-й год мы меняем правила, и у вас появляется возможность буквально купить место ведущего в нашей программе. Мы запускаем сезон «Орел и решка» по блату. Лучшая тревел-команда, которая создала десятки звезд, отправится с вами в путешествие в любую точку мира и снимет для вас эксклюзивный выпуск «Орла и решки», который вы сможете оставить в вашей частной коллекции или опубликовать на наших платформах и буквально проснуться знаменитым. В мире, где все можно купить за деньги, по-настоящему ценным остается только то, что нельзя повторить. Подробности по ссылке в описании. Ну, стандартный как бы бизнес-проект. И тут же, понимаете... Ну, во-первых, проект легендарный. Во-вторых, эта история стандартная. Телевидения нет, заработков нет, рекламодателей под это дело, понятно, не будет. Ну, короче. И поэтому они покупают, значит, место ведущего. Давай мы продадим тебе место ведущего. Вот, пожалуйста, мы там со всей командой поедем с тобой куда-то, снимем все, и вот будет классно. Ну, хорошая же инициатива. За язык ее схватили. За язык. Скандал. Сенсация. Нателла Крапивина, продюсер «Орла и решки», записала по-русски это. А українська передача російською то так треба? Ну правда, чому роснявою, хоч би вже субтитри добавили. За 100 тисяч євро я відкрию свою «Орел і решку». Українською мовою, по-узки, серьезно? Захитили прям, накинулись, ничего себе, Нателла, как ты смела. Нателла, как ты смела. То есть вы понимаете, какая серьезная история? Вот это я понял, вот это русский, то есть, смотрите,
они делают, понятно, из этого конфету. Им хочется 15 лет проекту. Проект знаковый. Вот кто бы что ни говорил. И в России его знают, и в Украине, и вообще по всему миру. Ну, прикольный. То есть, многие залипали на него. И игра тоже такая понятная. То есть, там, да, это путешествие. Это то, о чем соскучились люди. Да, это циничная выкачка денег. Понятно. Понятно. Они там снимут, ты заплатишь денег, они тебя снимут. Это вот как, вот знаете, вот это, мне так всегда нравилось, там, детское модельное агентство или детская там школа, не знаю, там, телевидение, школа искусства, школа еще кого-то. Вот, мы приходим, и ты за твои деньги будешь талантливый. Но им же тоже надо как-то выживать и как-то отметить. Поэтому и клиент, прежде всего, клиентов набить. Клиентов набить. И там пишут $100 тысяч, не знаю, не смотрел, сколько там это стоит, но вот смотрите, то есть им нужно максимально, чтобы это разошлось. Максимально. Чтобы люди из максимального количества, увидев вот это обращение этой Нателлы, обратились и вот, ну, как бы предложили свои деньги, чтобы они их сняли как какого-то ведущего. Поэтому и по-русски, чтобы максимально разошлось. Плюс еще, кто это может быть? Ну, понятно, девочки какие-то, которые могут выезжать. Но дальше, ну, даже не в девочках дело. То есть, а если мальчики какие-то, да? Ну, наверное, те, которые там за границей или, ну, тоже, которые там готовы заплатить, им это по приколу, им это интересно, или там до 25 лет, которые могут выезжать до 20... То есть много же ограничений. На украинском языке это будет как, не знаю, там, крик в пустоту, а по-русски услышат гораздо больше народу. И это исключительно маркетинговый ход, чтобы им, вот этой команде, которые делали это шоу, заработать. Но все привлек в этот какой-то патриотизм и так далее. Хотя вот вы знаете, эта тема «заработать», она, по-моему, работает только у Зеленского и его шайки-лейки, где все воруется, двушечка на Москву и все остальное у них воруется на русском языке. И Тимошенко, которая там денежки обсуждала, с кого сколько взять, тоже по-русски это все как бы говорит. То есть это по-русски говорятся нормальные деловые вещи. Но не всегда. Иногда на старуху бывает проруха. Львов. Поликлиника частная отказала записывать к врачу человека. Представляете? Не понял, что вы мне только что сказали? Ну, я вас не розумію, я не володію, на жаль. Що ви мені тільки що сказали? Державною мовою? Розмовляти? Так, будь ласка. Нахуй вы не хотите пойти? Думаю. Он говорит, не думаю. Не хотите пойти? Не думаю. То есть, вы понимаете, человек, то есть, он записывается к врачу за деньги. То есть, это не просто запись, это вот за деньги. А она не хочет его записывать. Не думайте, нахуй пішла державною мовою. Охуеть, это частная клиника во Львове. Охуеть, они вообще охуеть, блядь. Это что такое? Я ебал завалил, державную, блядь. Все в шоке, в смысле державную. Частная клиника во Львове. А если ты москворотый, то даже за деньги лечить тебя не будем. Приболел – подыхай. Когда выучиш по-українськи, як то допомоги попросити, ну тогда и приходи. Но в этом всем аду я очень рад за одного человека, язык которого всех очень и очень радует. Это Валера Залужный. Смотрите, как его... Это же просто цирк. В общем, очередное мероприятие. Залужный. Значит, выходит на сцену. Ему подготовили пюпитр. Пюпитр, чтобы с него читать. Это он не зрителям показывает, это он постукивает. Ему ткнули микрофон ручной, а там же над пюпитром еще и на стоечке микрофон. И он такой тук-тук-тук.
И смотри, как быстро сориентировался, ну, чтобы люди не ждали, да, его в Англии замечательных, скажем так, экзерсисов языковых. Он постучал, работает микрофон, и поэтому этой же девочке, которая помощница бегает, носится над ним, вернул ручной микрофон. Good evening. Good evening. Thank you to everyone who is here today. Спасибо, everyone who is here today. Кто здесь сегодня? Вот это наш человек. Вот это happy. У меня был учебник, я не знаю, поставьте плюсики. У кого был такой учебник? Назывался Happy English. Вот прям Happy English. Старый там еще, в 90-х годах. Happy. И такой хороший учебник был. Так хорошо и легко по нему учиться было. Я прям себе вспоминаю Happy English. In Trafalgar Square, in the heart of the free world. Heart. Сердце свободного мира. Heart. Free world. Thank you to this country. Спасибо этой стране. And its people for not only coming to our aid. Вот так вот. Спасибо этой стране, этим людям, что пришли к нам сегодня сюда. А Залужный молодец. Вот это я понимаю. Так что есть там Happy English? У кого? О, плюсики есть, поехали. Happy, так и назывался. Happy English. Класс прям. Вон кто пишет Parlez-vous français. Ну да. Happy English. Все, не дается солдафону English. Дается, надо хвалить. Ну что вы какие-то дети. Не Залужного хвалить, а стремление же к свету. Happy English. Саша, объясните, пожалуйста, что означает двушка на Москву? Часто слышу выражение «спасибо». Наталья, это двушка на Москву из пленок Миндича. Когда вот эта бригада, Чернышов, вот эти все Миндичи обсуждали друг с другом, и двушечку на Москву, 2 миллиона отправляли в Москву. Они же по блатхатам Деркача были, поэтому связывают с Деркачом, хотя до конца не объяснили, что это значит. Ладно, с этим Миндичем. Герл, Чувиха, Глент, ага. От Харта к Харту. Ай, потужно. Вообще, конечно, почему я вот так вот высмеиваю эту всю историю? Да, выбрали сына Хаминеи верховным лидером. Предсказуемо. Спасибо большое, Фатима, что написали. Да, предсказуемо, что это будет сын. Да, это вот из этих новостей, которые там, ну, сейчас идут. Почему вот так вот я? Потому что мне вот, если честно, Залужного жаль. Вот жаль Залужного. Понимаете, он... Ну, человек как бы военный, да? Человек не по своей воле оказавшийся в этой всей политике. Человек, оказавшийся при политиках, в политике с вот этой козлотой, простите за бедность речи, зеленой, который сейчас просто посмешище. Ну, просто посмешище. Мне его жаль. Он вынужден выходить вот это, на этом языке, вот это вот строить из себя. О нем там, его окучивают вот эти все со слюной до пола на каких-то деньги, то ли порошенковских, то ли британских, то ли еще каких-то. Это же не его деньги. Ну, вы же понимаете, да? А он, как кукла, как вот эта петрушка, вынужден выполнять вот эту роль. Вот это выходит и вот это вот. Good evening, heart, free world, понимаете? Ну, а он же все-таки генерал, все-таки солдат, все-таки... Ну, то есть, как бы, если воевать, то воевать. А как выперли его? А как покушались на него? Это просто вот то, что сейчас с ним происходит в политическом плане тоже. Я не за Залужного, внимание, ни в коем случае. Но я вот чисто по-человечески, да, вот какой путь проделал этот человек. От солдата, да, у которого, ну вот по Залужному можно, в принципе, понять, что такое, как вот менялась Родина. Вот какая Родина была, да? Кому он верил, во что он верил, кому давал присягу, как служил.
И во что это превратилось сейчас? Вот это вот армия, служба и высокий генеральский чин. Надо уважать погон генерала. Любого. Даже паркетного. Даже какого-то еще. Но надо уважать. А это же трагедия. Вот это вот. Good morning, good morning, good morning to you. Вот пишут, да хрен на него. Не в нем лично дело. И почему я вот это вот сейчас, да, там, кривляемся, смеемся, там, ха-ха-ха, Залужный. Потому что это вот, это путь украинца. То есть была родина, была служба, была карьера. Тут война. Втянули в политические игрища непрофессионалы. Шоумены, клоуны. Не давали работать. Эти тугодумы, собственно, и западные партнеры считали там каждую копейку. А потом еще и выперли, и сейчас вот выставляют его, ну, как бы клоуном. То есть каждый, это к чему этот весь спич? Каждый должен заниматься своим делом. Своим. Кому-то нравится смешить людей, он должен их смешить. Он должен гримасничать, играть, у него должно талантливо получаться. Кто-то умеет воевать, бороться, там, операции строить, военным делом. Занимайся военным делом. Ты классный сантехник, крути гайки, делай шедевры. Ну, из того, что ты делаешь. А у нас все перемешалось. Все перемешалось по чужому заказу. И поэтому это действительно вот, 2 года посол, а вот так вот на сцене, от харта к харту, да, как вы шутите. Но это же ужас. Убивается любая компетенция. Любая компетенция. Ты кто? Я бухгалтер. О, отлично. Но ты же не пойдешь балетную пачку прыгать и сигать по сцене. Пойдешь. Потому что на тебя плевать. На твой путь, который ты прошел, образование, которое ты получил, знания, которые у тебя есть. Плевать. Важно, чтобы было потужно и незламно. Кто бы меня у Лондон выпер, да. Ну, смотрите, это не про Залужного. Это не про Залужного. Это вот про нас. Так, сколько продлится война с Ираном? 4%, 2-3 дня. 25, 2-3 года, 34, 2-3 недели, 38, 2-3 месяца. Спасибо большое за то, что проголосовали. Вот такой опрос мы, собственно, и получили сегодня. Спасибо за поддержку в суперчате. Оксана, Анна Салам, благодарю. Спасибо, что заходите на шум. Спасибо, что оставляете свои вопросы. Давайте заглянем в... Заглянем, давайте, в клуб зрителей Шелеста и, конечно же, заглянем в предложечку, что люди пишут, да, что они хотят. Так, видео, да, присылают, спасибо, видео надо посмотреть отдельно. Так... И просят посмотреть, понятно, значит, видео расследования Эпштейн в Сарове, пропажа ребенка в Сарове. Значит, это имеет отношение к блокировке Telegram в России с 1 апреля, возможной. За всем стоит Кириенко, одна из причин этого файла Эпштейна, которые опубличены, только 2%. Значит, Telegram блокируют, потому что в США могут быть обнародованы еще документы, а там могут всплыть и российские элиты, а в Telegram выкладываются русские переводы файлов. Как-то это озвучить нельзя, значит, да, в Телеграме не совсем... Ага, смотрите, ну, по поводу озвучили, спасибо, что сбросили видео, посмотрим, что там за ребенок. Эпштейн в Саров приезжал и ребенка из Сарова забирал, понятно. Вообще, конечно, тут мания этого всего дела, не шуточная, но тем не менее. Что, значит, по свежачку? Да, по свежачку много новостей добавилось. Действительно, значит, Маджабад Хамини, новый верховный лидер Ирана. Официальной информации, правда, пока никакой нет. Иранские источники об избрании не пишут. Первоисточниками является иранская оппозиционная газета Iran International. То есть, может быть, как бы ИПСО, которая опубликовала эту новость. Типа
избрали под давлением КСИР. КСИР давил и избрали сына Хаминеи. Ну, в общем, официального пока нет решения. Да, вот Иран International пока ему доверять не стоит. Значит, консульство США в Дубае пострадало, собственно, дернули шахедом туда. Ну, очередные как бы попадания, очередные вещи. Очередной раз Коломойского выдворили, значит, ну, уменьшили, правда, залог на теперь миллиард залог. Оставили под арестом. Да? Говорит, денег у меня нет. В отличие от Миндича, который предупредил меня за неделю до ареста, я нахожусь в Украине. Его, конечно, предупредили за несколько часов, но тогда я ему сказал, что мне это не нужно, говорит Коломойский. Так, опять Трамп критикует за бесплатную передачу оружия Украине. Значит, по-глупому бесплатно отдали. Второй день. Опять про этого Барнума, собственно. Ну, то есть, Трамп не имется по поводу оружия. Судя по всему, дефицит, он как бы будет налицо. Так, ну, смотрим, мы ждем проверки по поводу сына Хаминеи. Все-таки все сейчас понесли эту новость, но Иран International, смотрите, специфическое издание, поэтому, значит, посмотрим, подтвердится или нет. Если да, то это подтверждает мою версию, то, что я и в интервью вы видели постоянно, я говорю, что нельзя в месяц Рамадан убивать духовного лидера мусульманской страны, и внутри потом придется этим монархиям гасить у себя, там, соседям протесты. И когда там было видео, где влетает дрон в беспилотник, беспилотник влетает в небоскреб, а там кричат все «Ура! Ура!» и радуются, понимаете? Это же народ все-таки. С народом надо считаться. Даже если ты монарх какой-нибудь монархии персидского, хотел сказать, разлива, да, залива. Значит, что интересно по поводу важного? Ну, мы еще встретимся, конечно, до 8 марта. Сегодня сообщили, что вместо 8 марта украинцы придумали новую дату. Представляете? Значит, праздник для женщин по-новому. В парламенте, в Раде, про законопроект. Значит, День украинской женщины. Документ передали на рассмотрение руководства. А пока вот праздник, конечно, официальным остается. Никто не отменял, но хотят вот именно украинскую женщину отметить. Ой, ну, понятно, что много уже разговоров идет о том, что давайте декоммунизируем 8 марта, но до этих пор как-то, знаете, не решались. Ну, хотя сейчас видите, какое отношение к женщинам. Можно по бусикам, это мы вчера с вами говорили, отследить, да? Хотя уже, наверное, пускай 8 марта переносят. Ну, они уже все перенесли, весь календарь, понимаете? Так, значит... Саша, шум каждый день. Отличная идея. Надеюсь, сил хватит. Да вот посмотрим, попробуем, по крайней мере, Дмитрий. Спасибо, что поддерживаете. Пожалуйста, поставьте лайк, да, поддержите, если вы онлайн, если мы сейчас вместе, если вы видите, слышите. И вот у нас сейчас 19 тысяч, да, это просто здорово и просто прекрасно. Может, правда, привыкнем так вот обсуждать. Будет неплохо. Единственное, что сил и как бы, ну, чтобы... В общем, возможности были готовить, чтобы это все, конечно, определенно трудозатратная история. Как вы думаете, Иран будет участвовать в чемпионате мира по футболу в США? Я вообще вы знаете, вот Абдул-Азиз спрашивает. Абдул-Азиз, ну, извините, пожалуйста, меня. Я редко избегаю этого. Я думаю, что нет. Однозначно нет. Иран – нет. Ну, я могу ошибиться, им там что придумают, там пускай поиграют в Канаде и в Мексике, но в США, Иран нет. Вообще, будет ли этот чемпионат мира на территории США и будет ли он, в принципе, не сорвут ли его? Ну, смотрите, с испанцами он какая гадость. Вот, пожалуйста, там, с англичанами. Футбольные же все страны. С кем он собрался гонять в сокер? С американскими футболистами. Так,
многих женщин они признают менее достойными. Но украинская же женщина. Украинская должна быть женщина, понимаете? С удовольствием каждый день. Да, спасибо, друзья. Зря вы с таким пафосом из Лондона. Ну, как бы. Ну, при чем здесь пафос, понимаете? Ну, пафос, Лондон. Ну, во всем это все общая трагедия наша, понимаете? Это трагедия, это, правда, как куклу выставляют этого Залужного, какого-то папуасика показывают, какую-то кунсткамера, понимаете? А все ему хлопают, о, смотри, генерал, железный генерал, а он БМ. Саша, привіт, яка ваша думка? Трамп до кінця березня додавить Іран чи видавить Зе на мир? Дякую. Сложно прогнозировать до конца месяца. Мне кажется, объявят о победе, о том, что всех победили и сделают просто... Ну вот смотрите, как закончилась 12-дневная война. Отбомбили по Ирану, Иран что-то там пукнул в ответ и сказали, смотрите, невозможно теперь ядерного оружия. А сейчас же что они говорят? А Иран может купить, а Иран может там еще что-то и жахнуть. Лавров-то говорит, они подталкивают там, у Северной Кореи возьмут боеголовку одну, и этого хватит для того, чтобы запустить весь процесс. Поэтому можно уничтожать друг за дружкой лидеров, пока не придет тот, который пойдет на уступки. Но пока там ястребы. Вот Хезболлу, смотрите, Хезболлу, они же пейджерами уничтожили, они же там вот это все обезглавливали один за другим. Но уничтожили полностью? Ну, как бы нет. Он сейчас жахнули, там такие склады рванули в Бейруте, что мама не горюй. То есть все равно до конца не получилось. И здесь не получится до конца. Если найдут кого-то, кто выйдет и скажет, я готов идти на условия агрессора. Но они сейчас же что говорят? Мы хотим управлять Ираном. Управлять сами Ираном. Понимаете? Александр надолго, значит. Я думаю, что да. Ну, мне так кажется. Так. США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке, заявил Рубио. Дрон атаковал консульство США в Дубае. Все только начинается. Да, то есть атаки продолжаются. Да. Так. Саша Арестович опять переобулся. Смотрите, много сегодня было по поводу этого поста Арестовича. Надо смотреть философски. То есть надо немножко как бы... Тут же проблема в чем? Проблема в узком мышлении. Узком. Тут же нужно считывать контекст, подтекст, зачем почему такая позиция. Но она, кстати, у него давно по поводу произраильская позиция, вот это, соответственно, здесь проамериканская, протрамповская. И он имеет на нее право, пожалуйста. Единственное, что да, действительно, я как бы против того лично, да, что там, он говорит, я за. Но опять-таки, это же постпровокация могло быть, что я за, чтобы 200 тысяч еще украинских солдат погибли, но мы там продержались какое-то время, а потом все-таки начала Россия распадаться. Вот прям начнет она через 3 года. 3 года войны и там... То есть это может быть постпровокация ровно для той реакции, которую вы сейчас пишете, возмущаетесь. Ровно для этого. В этом и задумка. В этом и конгениальность, понимаете? В этом и, принцип великого комбинатора. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на шуме. Будем чаще встречаться. Немножко короче его делаю. Хотя видите, как зацепишься это с вами языками. Хорошая все-таки же компания. Классная. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте, если смотрите в записи, отписаться, откуда вы в рамках игры в города. Это очень помогает немножко нам просто понять, что мы действительно в гораздо большем, более широком мире живем. Всем добра и света.
И до следующего.